друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина, и это канал о рукоделии и вышивке крестом. И это выпуск об итогах года. Наконец-то настал сезон, когда все вышивальщицы показывают свои итоги, показывают все свои работы. Я люблю эти видео, я смотрю эти видео, когда я хочу познакомиться с каким-то новым блогером. Для меня я в первую очередь смотрю итоги, и тогда ты можешь прекрасно понять, чем человек живет, дышит, какие дизайны ему нравятся, это твое, не твое, разделяешь ты ее вкусы или его вкусы, и тогда уже решаешь, подписываться или нет. Я надеюсь, вам понравится это видео, и приятного просмотра. И что ж, начнем, пожалуй, сначала я покажу вам. Я буду по порядку показывать, как у меня в дневнике написано, что я там вышивала один за другим, и буду рассказывать. Мне кажется, я совсем недавно снимала видео итоги полугодия, и уже пролетело полгода, не заметила, не успела глянуться. Мне этот год очень понравился, потому что для меня было очень много новых, для открытия, не новых, эти дизайнеры уже давно известные и любимые многими. Я в этом году вышивала впервые Эми Бишоп, разные техники пробовала, мне это очень понравилось. Но начался год с вот такой маленькой лошадки. Лошадка была найдена в интернете. Вы ее можете тоже запросто найти. Вы забиваете в интернет «витаминная лошадка», и вам выдает вот такую лошадку. Там и дизайн, ее можно... Я для своей дочери вышивала такую яркую. Второй вариант, там оранжевая такая была лошадка. А для себя я вот такую вышила, потому что она у меня стоит на кухне, где посуда вот в таком стиле. И поэтому то, что надо. Вышивала, понятное дело, на примету. Примета не сработала, так что не знаю, девчонки, и вы, наверное, кроме приметы еще что-то прилагаете, какие-то другие усилия, чтобы они сбывались, ваши мечты и желания. Вот так начался год. Потом, еще один дизайнер, о котором я забыла упомянуть, который для меня тоже был впервые, я его вышивала, Джанет Дуглас. Это тоже смешанные техники у нее, там и шовчики, и крестик, и все. И мне тоже они очень безумно нравятся, ее дизайны. Они безумно дорогие, но они безумно красивые, и я просто влюблена в них. И из ее дизайнов я вышила чертополох. Чертополох — это должна была быть крышка на коробку, но коробку я плохо покрасила, и поэтому коробка у меня выбросилась и ждет своего часа, чтобы ее оформили в крышку коробки. И пока не оформлена, пока она у меня просто здесь заклеена, и она у меня, знаете, для чего служит? У меня на телевизоре такой свет, когда он выключается, такой треугольник ярко-синего цвета. Но спать невозможно. У меня в спальне стоит телевизор, и ты выключаешь телевизор, и тебе прям в глаз светит этот, это служит экраном. В набор к этой коробочке, которая должна была быть коробочкой, шел маячок для ножниц. Нет, вру. Видите, уже забыла за год. Этот маячок для ножниц, это я из других... Это был другой какой-то чей-то дизайн. Сейчас не помню, уже не вспомню. Вот такой маячок для ножниц, но тоже с чертополохом, тоже в эту тему, как-то эти цвета. И на такой же точно ткани я вышила, и оно как-то получилось очень гармонично. В комплекте с этой крышкой была вот такая игольничка. Вот такая, которая... Собственно, когда я первый раз увидела на картинке, я влюбилась именно вот в эту игольничку. И мне захотелось, я и крышку прицепом вышила, только коробку не собрала. И должно было быть две игольницы. Вторая игольница должна была... Я их оформила в одна с одной стороны, другая с другой стороны, и поэтому мне как бы нормально. Вот.
Такой был дизайн, очень интересный. Кроме этого маячка, я еще один вывешила маячок. Там был дизайн от Shepherd's Bush, но я его потеряла. Я обыскала везде, я его не могу найти. Если найду, сделаю фотографию, поставлю вам картинку. А если не найду, смотрите итоги полугодия, там я его показывала 100%. Следующая была у нас Валентинка, и я делала для своего мужа такую открыточку, в которую внутри вставляется, ну, картинка там какая-то, фотография, либо рисунок, либо вышивка. Ну вот я вышила вот такой дизайн и вставила в эту открытку. Ну, мне, честно говоря, не понравилось, как она там выглядит, и я где-то у себя в закромах нарыла вот такую рамочку. И вставила это сердечко в эту рамочку. Оно, по-моему, здесь очень-очень даже симпатично выглядит. Как вы считаете? После Валентинки, я начала подготовку к Пасхе. И у меня в этом году какая-то сумасшедшая подготовка к Пасхе была. У меня вообще никогда в жизни не было. Я вообще, честно говоря, раньше никогда к Пасхе, там, к Новому году, ко всем этим праздникам, ко всем этим событиям никогда ничего не вышивала, а в этом году я прям так взялась, и к Пасхе я вышивала, и к Рождеству я вышивала, ну прям такая правильная, чуть ли не отличница. Ну, короче говоря, Пасха. На Пасху я сделала бисерное яйцо. Где оно, мое бисерное яйцо? Потерялось. Сейчас найду. Вот такое бисерное яйцо сделала. Здесь такая пенопластовая заготовка внутри этого яйца. И я, как обычно, начала делать это яйцо. До этого, года 3 назад, наверное, я делала вот такое яйцо. Там были схемы для яиц одинакового размера. Вот это яйцо, это деревянная заготовка, это я еще в Украине покупала. Я начала делать это яйцо, видите, разница. И оно должно было быть такого размера, как это синее. Почему оно такое стало большое? У меня была деревянная заготовка. И мне пришлось пойти в магазин и покупать большую эту заготовку пенопластовую, чтобы у меня, ну, как бы было это яйцо оплетено и четко держалось. Ну вот, они получились разного размера, хотя должны были быть одинакового. Но, тем не менее, оно от этого хуже не стало и не проиграло. Очень, по-моему, красивое яйцо получилось пасхальное. Мне нравится. Вот здесь вот так сделано. На носике вот так сделано. Красивые узорчики. И вот такой вот поясочек. Мне иногда хочется что-нибудь такое поделать, бисерное или еще что-нибудь, но я начинаю делать с таким энтузиазмом, а потом в конце концов уже доделала, просто доделайся уже ты это яйцо. Доделала, но тем не менее потом забывается то, что ты там, тебе что-то не нравилось, что-то не выходило, что-то там психовал, а по итогу получается красивая и очень какая-то интерьерная штучка для Пасхи. Кроме того, на Пасху я вышила. Вот так, опять же, за новых производителей в этом году, и, как я уже сказала, я познакомилась со многими новыми производителями, попробовала, и один из них был Shepherd's Bush, и вот такой дизайн, это бесплатный дизайн. Вы его можете на сайте Shepherd's Bush скачать и вышить. Вот я вышила такую овечку. Это у меня был период, идеальной изнанки. Я там все вышивала идеальной изнанки. Вот это она вышита идеальной изнанкой. Ну, смысл, я оформила ее в коробку, там идеальная изнанка, не идеальная, никому не интересно. И вот так я пришила ленточку. И в этой коробке я храню шпульки для швейной машины. Очень полезная вещь, очень она мне пригодилась в жизни. Вот такая красивая коробочка. Кроме того, на Пасху я еще вышила. Сейчас вам покажу. Так, я вернулась. Я вышила вот такой дизайн от Shepherd's Bush. Blessed Easter, благословенная Пасха. И здесь есть еще и пуговички. Смотрите, какое
Какой красивый дизайн. Корзиночка вот здесь у нас, в корзиночке. Тоже элементы с пуговичками. Овечка вот такая симпатичная. Ну как же пресс-блузу без овечек. Такие пуговички в виде цветочков. Ну, милашество, прелесть прелестная. Очень красивый дизайн. Такую рамку я оформила. Давно у меня это была рамка. И вот как она замечательно пригодилась. Мне кажется, очень красиво он вписался, этот сюжет, в эту рамочку. Вот. И самая грандиозная вышивка на Пасху, которую я делала в этом году, это была салфетка с идеальной изнанкой. Я, так сказать, бросила вызов сама себе. У меня тут есть подружка вышивальная, и она считает, что вообще крестиком надо только идеально вышивать изнанкой. В этом типа вся фишка вышивки крестом, что у тебя и лицо, и изнанка шикарная, расшикарная. Я с этим совершенно не согласна. Я вот считаю, что если у тебя изнанка не видна, это не обязательно. Да, на салфетках, на вышиванках, на вещах, либо на прикладных вещах, которые будет видна эта изнанка, я согласна, должна быть идеальная изнанка, потому что я видела вышиванки с неидеальной изнанкой мне не понравились, но вышитые крестой, я имею в виду вышиванки. А вот, допустим, картину какую-то я считаю, что смысла нету, и лучше заморочиться больше над идеальностью крестиков. Я сравнила свои крестики с крестиками Ларисы Черновской, и это, конечно, земля и небо, мне еще расти и расти до этого уровня надо, и я считаю, что надо заморачиваться именно на идеальности крестиков на лицевой стороны. Короче, я начинаю рассуждать, так не загадано никак. Вот моя скатерть. Это дизайн от французских вышивальщиц, если я не ошибаюсь. Я не ошибаюсь. Вот такой очень красивый дизайн. Я на этот дизайн облизывалась года 2. Я, наверное, на него смотрела. В конце концов, я нашла его в паршивом качестве. Мне помогли, прислали лучшего качества. И вот я вышила, и я счастлива безумно. Мне очень понравилось. Но я почему-то предполагала, что эта салфетка, честно говоря, будет больше. Но она вот такая у меня маленькая. Видите, я оставила еще столько полей, и она у меня маленькая. Для моего огромного стола, стола двухметрового, это, ну, как бы маловато. Я ее не кладу на наш обеденный стол, поэтому мне опять нужна пасхальная какая-то скатерть. Сделала я еще мережку вот здесь, обработала край этой скатерти вот таким образом. Здесь уголочек я сделала, видите. И вот такой мережечкой я подшила край этой салфеточки. Шикарная салфетка, обожаю ее. Ну и раз уж так я долго рассказывала об идеальной изнанке, вот вам идеальная изнанка моя. Так, поехали дальше. Кроме этого, я проводила еще совместный отшив по вот такой вот мусорничке. Кто хотел принять участие, мне присылали сообщения, я отсылала им схему, и мы шили вот такую мусорничку. Если вы хотите, можете зайти в Инстаграме, посмотреть отшивы. Называется хэштег мусорничка тюльпан. Такой красивый. Я в этом году, это я вышивала раньше. В этом я году вышивала голубого цвета нитки на белом фоне. Я ее подарила дочке, поэтому вам показываю, чтобы вы имели представление. Я вставлю картиночку, и вы увидите, какая там. Потом в этом году, как я говорю, на меня очень влияет YouTube. Я посмотрю у девочек, что они там навышивают, и мне такое же надо срочно, бегом. И Илка, она вышивает, делает эти игольнички с розочками в стиле рококо. Ну вот я насмотрелась ее этих игольничек, я прям загорелась, мне так захотелось. Ну и я сделала себе вот такой кошелек.
ну как, клип, кошелек он называется. Ну, он у меня получился очень большой, и вот эта штучка не держится. Надо, чтобы он был поменьше размером. А так вообще прикольная штучка. Ну, применения пока не нашла. Надо сюда что-то там складывать. Вот такие розочки я вышивала. А потом у моего, как это называется, зятя, мужа моей дочери, был день рождения, и на его день рождения я вышила сюжет от Надежды Нагорной «Званый ужин» и сшила ему фартук. Он очень хорошо готовит, он умеет готовить, любит готовить, у него очень классно получается. И я вот ему сшила фартук для этого. Но он сказал, нельзя его фотографию выставлять, и я выставлю свою фотографию в его фартухе. Вот так у меня получилось. У Надежды Нагорной там, кроме этого сюжета, там с этой лисой, с хитрой, там есть такие классные. Мне к этому Новому году хотелось вышить, там, когда эта лиса на саночках гуся везет с яблоками. Суперское такое. Ну, я обязательно вышью. Не в этом году, так в следующем. Ничего страшного. Ну, мне очень нравится. Ее вот эта вся серия с этой лисой, ну просто я обожаю. Ну и опять же, увидела я у Елены Тыкев, как вот так, вот такого шмеля от Фрузелка. Все, я спать не могу, есть не могу, мне срочно нужен этот шмель. И я его купила и вышила, и вот такой он красивый получается. Смотрите, там, если вам видно, не видно, блестят в крылышках крейник. Ну и сам шмель, он такой мохнатый-мохнатый получается. Классный сюжет, классно разработан сам дизайн. У Фрузелка в схему набор входит PR-код, где вы можете скачать, как это называется, сагу. Вообще очень замечательно, удобно. Мне очень понравилось. И вот в такую коробку я оформила этого шмеля, потому как вы знаете, коробок много не бывает. У меня этих коробок пруди. Коробочки, чтобы держать коробочки. И вот здесь у меня лежит мой котик французский, который на пределе. Это не то, что она там где-то валяется бесхозная. Она у меня очень хорошо служит и очень удобная. Здесь вмещаются пяльца, вмещается схемка. Ну, все так, как надо. Я довольна этим. Конечно, были здесь косяки с этим оформлением, но мне нравится пользоваться, мне, значит, так оно и должно быть. Следующее. Когда мне пришла схема со шмелем, эта посылочка была из Украины, и я еще заказала у Телы Артис вот такую брошку. Очень классная брошка. Я ее вообще, когда первый раз увидела, я влюбилась, мне она понравилась так сильно, и я ее хотела вышить уже давным-давно, но вот вышилась она только в этом году. И я ее с удовольствием ношу, она у меня постоянно в кадре, потому что я ее очень-очень сильно люблю. Классная брошка. Я вот с обратной стороны покажу вам, как. Я брошки ношу, и мне нравится. Ну, потом пришло лето, и я ж себе обещала, у меня от Dimensions это Orient Butterfly была недошита. Ну как недошита, тут не было бэкстича. И отмазкой моей было то, что черная канва, темно, мне ничего не видно, я буду это вышивать летом. И всю бабочку я вышила в прошлом летом, а этим летом я только закончила бэкстич, выкладную нить и оформление. И оформила я ее, да, правильно вы угадали, в коробочку.
Вот такая коробочка у меня. Она замечательно сюда вписывается. Золото, блеск. Все как надо. Вот таким я жгутиком оформила этот пипкип, который наклеила на эту коробку. Мне нравится, как она вышла. Классно она выглядит. И здесь у меня хранятся пуговицы. Так что коробка предель. И тут сижу я, спокойно вышиваю, никого не трогаю. И смотрю, Юля Крафт вышивает что-то такое, красоту необыкновенную. Я присмотрелась, смотрю, это Эми Бишоп она вышивает. Да, это так красиво выходит. И я пропала и побежала, волосы назад, тапки теряю, покупать схему, искать, что-то делать. И мне надо срочно вышивать. И первым делом я купила The Gentle Pass дизайн от Эми Бишоп. Вот так он выглядит. Вот такая здесь сверху веночек с хардангером и внизу павлины. Очень красивый дизайн. Дизайн Эми Бишоп меня привлекает в первую очередь тем, что здесь смешанные техники. Я очень люблю смешанные техники. Вот если чисто просто хардангер, мне не очень нравится. А вот когда он в сочетании с крестиком, я просто обожаю. И, как обычно, я выбрала не самую простую и легкую работу. Здесь, кроме вот хардангера, вы видите, здесь еще идет ретичело, вот эти вот элементы. И здесь внизу мережка. Но с мережкой я как бы знакома, поэтому мережка мне было попроще. Но ретичело это я впервые тоже делала. И, ну, в общем, все получилось. В конце концов, я это все сделала. И это все я сумела сделать благодаря видео Юли Шевчук, которая просто детально, пошаговая, там каждый шовчик показывает, рассказывает, и очень все понятно и доступно. Поэтому большое спасибо Юле, что она сняла такие видео замечательные об этом дизайнере и об этих дизайнах. Вот. Следующий, меня же как зацепило, я же не могу остановиться. И следующий дизайн от Эми Бишоп я купила на Алиэкспресс набор. Я его искала так, ну, у меня ума не хватило, да просто забить Эми Бишоп, и тебе в этот сайт ее выдался сразу. Я пошла искать по названию самого этого дизайна. Ну, короче, я нашла этот дизайн на Алиэкспрессе и купила его, и там это был уже набор. И я это набором купила, но он был... Краска там была настолько термоядерная, что я только открыв, у меня заболела голова. Я не знаю, это, наверное, не печать там какой-то краской, но она была просто ядовитая. Я вам не могу передать, до слез просто невозможно было в комнате находиться, где находилась эта бумага с этой напечатанной схемой, объяснениями, все. Я выложила ее на улицу, ну, чтобы она проветрилась. Ну, вроде мне казалось, проветрилась, но потом, когда я снова приступила вышивать, я вам не могу передать. Это, конечно, было самое плохое в этом. Во всем, во-вторых, там была какая-то типа равномерки вложена, но она была обработана чем-то, каким-то веществом, что она оказалась резиновая. Вот ее берешь в руки, и она как резиновая. Я не знаю, что это такое. Ну, в общем, и был совершенно маленький кусочек. Если бы на нем вышить, там вообще полей не оставалось. Ее даже невозможно было оформить ни во что. Ну, поэтому я взяла свою ткань, и там не было в наборе ниточек перле. Так что вот сэкономила, да, называется. Ну, я не в смысле хотела сэкономить, я просто нашла набор и уже так обрадовалась. Думаю, он мало того, что там схема, так еще набор там, да, баллов тебе дают. Там не было ниток перле. Ну, нитки перле я свои добавила, а нитками, которые там были вложены, там написано DMC, ну, я сомневаюсь, что это DMC, потому что они потолще, чем DMC. Но, тем не менее, вышло вот, очень красиво. Как это красиво вышло. Это Over the River, Through the Woods, или наоборот. Ну вот,
Дорога домой, она в кругах вышивальных называется. Очень красивая. Здесь она, конечно, попроще, чем предыдущая работа. Здесь Хардангер гораздо проще. Здесь этого ретичела нету никакого. И крестиковая часть вообще, ну, вот эта работа вышивается мгновенно. Вот если кто хочет попробовать это Эми Бишоп, вот берите эту работу. Это вообще просто легкотня, но какая красота получается. Я это вышивала уже осенью, да, и это было как раз очень в тему, осенние вот эти мотивы, листочки, вот такой, в горах уже снег лежит. Ну, единственное, что у меня здесь дяденька едет на лошадке, моя лошадка похожа больше на поросенка, чем на лошадку. Ну, да и ладно. Пусть будет вот такая особенная лошадка. Вот, такие были работы. А потом меня тоже такая это милхиловская лихорадка, которая проходила в этом году. Ну, я знаю виновницу, точнее, этой лихорадки. Привет тебе, Лена. Я вышила вот такой бочонок меда от Милхил. Посмотрите, какая это красота. Ой, прелесть прелестная. Маленькие, быстрые, легкие, море удовольствия. Ну и назад я подклеила этим самоклеющимся, как это называется, бархатом. Вот такая милая игрушка, развлекушка получилась. Потом мне вдруг почему-то захотелось повязать крючком. Давно я этим не занималась, а тут вдруг вот приспичило мне повязать крючком, и я вот такая связала вот такую салфетку. И потом я эту салфетку прилепила на вот такую вот подушку. И она очень классная и здорово смотрится на диване. И потом я еще вышивала в этом году, вязала крючком снежинки. Ну, снежинки я вам просто оставлю кусочек видео, потому что у меня они подвешены сейчас еще все-таки новогодняя декорация я еще не снимала. И оно все там висит. Также я в этом году закончила реплику от Dimensions, производитель Classic Design. I Love Teddy. Вот такая мишка-модница она у меня шла под кодовым названием. Вот такая классная, симпатичная мишка. Вот такая девочка, прям девочка с какими-то там брошечками, бусиками, фотографиями, картинками, сердечками и ленточками, и катушечками. И все, что присуще девочкам. Вот такая она у меня была. И я ее оформила вот в подушку, как вы можете видеть. Вот такой задник у меня. Это, как это называется, ткань? Ну, такая мягенькая. Забыла, как называется ткань, но не важно. Вот, такое было. Ну и мы приближаемся к финалу года. К финалу года я вышивала, опять же, Милхил, маленькие игрушечки. Сейчас в этом году я решила новогоднее что-то повышивать, потому что у меня как-то новогоднего совершенно ничего не было. И, ну, честно говоря, мне как-то не хотелось очень новогоднее, потому что, ну, вкладываешь и там вывешиваешь только раз в год, а потом я подумала, ну, а чего нет, классные игрушки, вот сделать коллекцию игрушек новогодних, это вообще супер-пупер. Ну, начала я не с игрушек, начала я с вот такого листика от Tela Artis, брошка, «Морозная Аврора» называется.
Вот так она выглядит в оригинале, вот так она должна была выглядеть. Сзади должен был быть фетр и эти булавки, ну, чтобы носить как брошка. Но, на мой взгляд, для брошки это она слишком большая. И я на обратной стороне сделала из имеющегося у меня бисера, оставшихся бусин и всяких разных страз, которые... Что нашла, короче говоря, из чего я его слепила из того, что было. Вот такая получилась обратная сторона этого листика, вот такая лицевая сторона. И это я использую как подвеска в машину. Очень красивая, очень она привлекает внимание, но когда солнце, она очень сильно отсвечивает. Не очень удобно это, конечно. Ну, шикарная брошка. Она мне нравится, наверное, одна из моих самых любимых брошек у Эллы Артис. Там есть еще осенний листик желтый, но вот это красивее, на мой взгляд. Хотя, может, когда я сделаю другую, мне будет красивее другая. Дальше. Потом я вышивала новогодние игрушечки от Милхил. Опять же, такие же маленькие, такие же миленькие и такие же приятные в отшиве. Вот такие славные колокольчики. Ну, это совсем недавно я делала, вы все видели. Опять же, я самоклеющимся бархатом оформила сзади. И подвесочку сделала. Это были, они делаются как магниты. Ну, мне не к чему примагничивать. И вот такая лошадка. Начала год с лошадки и закончила год лошадкой. Вот посмотрите, какая славная лошадка. Прелесть. Классные эти игрушки. Я не буду вдаваться в подробности. Все видео по всем моим работам есть на канале. Так что, если вас что-то заинтересовало, проходите, смотрите, чтобы не затягивать. Ну, а сейчас мы приближаемся к моей самой грандиозной работе этого года. Это скатерть 12 дней Рождества, которую я вышивала в течение всего года. Я каждый день Рождества вышивала, один раз в месяц я вышивала один день Рождества. И вот что у меня получилось. Эта скатерть такая огромная, она 1,80 м длиной, 50 сантиметров шириной. Вот такая скатерть с 12 днями Рождества. Вот так я ее... На обратной стороне у меня подкладка. Вот такие кисточки с бисеринками. И давайте посмотрим по порядку. Нет, это не по порядку. Вот начинается отсюда. Первый день Рождества. Моя настоящая любовь подарила мне куропатку на грушевом дереве. Это история этой песни есть у меня на канале, прям посвященная этой скатерти. Проходите, смотрите. Это очень интересная сама история. Второй день Рождества моя настоящая любовь подарила мне 2 голубок и куропатку на грушевом дереве. Третий день Рождества моя настоящая любовь подарила мне французских курочек и 2 голубок и куропатку на грушевом дереве. Четвертый день Рождества моя настоящая любовь подарила мне 4 поющих птицы, 3 французских курочки, 2 голубки и куропатку на грушевом дереве. Ну, вы поняли, да? Пятый день Рождества, 5 золотых колец. Шестой день Рождества, гусыни, высиживающие яйца. Седьмой день Рождества, 7 плывущих лебедей. Восьмой день Рождества, молочница, доящая корову. Девятый день Рождества,
танцующая леди. 10-й день Рождества. Прыгающие господа. 11-й день Рождества. Дудочники, которые дуют в дудки. И 12-й день Рождества. Барабанщики, бьющие в барабаны. Вот такая скатерть, она очень красивая. Она выглядит роскошно на новогоднем столе, как декорация новогодняя, прекрасная. В моих последних видео, нескольких видео вы ее могли неоднократно видеть, ну, потому что от нее нельзя взор оторвать, красота неземная. Ну вот, друзья мои, на этом все. Вот все, что я сделала в этом году. Я очень довольна своими результатами. Я на славу потрудилась. У меня много прикладных вещей, у меня много вещей, которые мне очень нравятся, и которые надо еще оформить. Ну, обязательно оформлю. Эми Бишоп я вставлю в рамы. В этом году, кроме этого, я оформила в рамы мой осенний и зимний квакер от Rosewood Manor. Потом я оформила Hardanger Sampler тоже в раму. Выглядят они шикарно. Мне очень нравится, я вам показывала. И хотите, проходите. Я уже не буду снимать их со стены, показывать. Это не в этом году были сделаны эти работы. Ну что ж, давайте посмотрим, что я планировала и что я сделала из моих планов. Значит, у меня здесь есть список планов на 2023. 12 дней Рождества. Сделала. Пасхальная скатерть. Сделала. Цыпленок от Милхил. Нет. Птичка от Милхил. Нет. Смородина. Нет. Стрекоза на крышка. Нет. Гортензиевый домик. Нет. Транквилики. Нет. Dimensions бабочка. Есть. Так. Закончить Elated Snow от Милхила. Нет. И не буду заканчивать даже его. Все. Не могу я его даже видеть. Закончить Classic Design. Мишка закончила. Скатерть с птичкой продвигала, но не закончила. Чертополох закончила. Званый ужин фартук сделала. И еще было одно. Коттедж от Dimensions я хотела вышить и не вышила. И по ходу у меня было 14 хотелок, из которых 1, 2, 3, 4, 5 сделались. Но зато я теперь знаю, как сделать так, чтобы все ваши запланированные работы вы сделали, чтобы ваши планы сделались. Но об этом я расскажу вам в следующем видео, когда я буду рассказывать вам о планах на 2024 год. Ну вот, пожалуй, все, друзья мои. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом, либо с наступившим, не знаю, когда выйдет это видео. Я вам желаю мира прежде всего, я вам желаю добра, я вам желаю творческих успехов, вдохновения, время на ваше любимое хобби, желание заниматься этим хобби, здоровья прежде всего, конечно, здоровье обязательно.
Я вас всех люблю. Я благодарю вас за то, что вы были со мной. Я благодарю вас за то, что вы писали комментарии. Благодарю вас за то, что вы не были равнодушным. Я видела живой отклик от вас. Спасибо большое. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео.